I'll record just in case. We'll have 2 copies. Wow, this is like high tech. 21 век. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Well, welcome everybody. We have, I think, 40 minutes before our time runs out in our meeting room. Всем здравствуйте, всех рады видеть. У нас с вами 40 минут. And so we'll try to make our way through today's passage quickly and efficiently, right? Поэтому постараемся сегодняшний отрывок сделать быстро и красиво. So today we're looking at, everyone has their Bibles, we're looking at Mark chapter 5, verses 21 through the end of the chapter, which is verse 43. И сегодняшний наш отрывок Евангелия от Марка, 5 глава, с 21 стиха до конца главы. Igor, would you like to open in prayer for us? Игорь, давай ты начнешь в молитве. Хорошо. Меня слышно? Отец Небесный, слава Тебе и хвала, и благодарность за то, что даже в такие сложные дни мы можем быть на связи, мы можем быть вместе, Господь. Благослови этот урок, благослови, Господь, чтобы техника не подвела. Спасибо за всех, кто подключился, кто с нами. Спасибо за Эрнста, который из Таиланда, с нами тоже на связи, Господь. Благослови его семью. Слава Тебе за все и хвала. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Well, this is our first try at this on Zoom. We'll see how it works for everybody, and we'll try to have a recording put up, I guess, I think tomorrow. I think it's the plan, right, Igor? Мы первый раз работаем с помощью Zoom, попробуем все записать и завтра выложим, да? Why don't we go ahead and read through this passage real quickly. First, it's pretty long, verse 21 through 43. Would somebody like to read the whole thing? Maybe Igor, you can read the whole thing for us. Давайте мы начнем с того, что прочитаем весь сегодняшний текст и попросим Игоря, чтобы он для нас красиво это сделал. Еще раз, так, какая глава? Да, и 5 глава, 21 до конца. Тот ушел и стал рассказывать в Десятиградии, что сделал для него Иисус, и все поражались. Когда Иисус переправился на лодке обратно на тот берег, вокруг него собралась большая толпа. Он был на берегу моря. Приходит к нему один из старейшин синагоги по имени Яир. Увидев Иисуса, он падает к его ногам, молит его и заклинает: «Доченька моя при смерти, приди и возложи на нее руки, и она спасется, будет жить». Иисус пошел с ним, его сопровождала толпа и теснила его со всех сторон. У одной женщины 12 лет было кровотечение. Она натерпелась от разных врачей, истратила все, что у нее было, но помощи не получила. Ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади в толпу и прикоснулась к его плащу, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, и еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» — ответили ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, перепуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла твоя вера», — сказал ей Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». Он еще говорил эти слова, как пришли люди из дома старейшины и сказали: «Умерла твоя дочь, к чему утруждать учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, говорит старейшине: «Не бойся, только верь». Он никому не позволил идти за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Они приходят в дом старейшины. Иисус видит, что там смятение, плачут и громко причитают. «Что вы горюете, что плачете?» — сказал им, войдя Иисус. «Ребенок не умер, а спит». Над ним стали смеяться. Но он всех удалил, взял с собой отца девочки, ее мать и своих спутников, и вошел туда, где лежала девочка.
Взяв ребенка за руку, он сказал ей: «Талита кум», а в переводе это значит: «Девочка, говорю тебе, встань». И девочка тут же встала и пошла. Ей было уже около 12 лет. Все были вне себя от изумления. Иисус строго сказал им, чтобы никто об этом не знал, а девочку велел накормить. Аминь. Это РБО перевод современный. Thank you, Igor. Спасибо, Игорь. So let's just work our way through this passage. It's rather long, but in the overview, we can see it's another one of these sandwich stories that Mark likes to write, where he starts with a story and he puts one in the middle and he finishes the story that he'd begun. Попробуем управиться с этим отрывком, он достаточно большой, но когда вот мы на него сейчас посмотрим, мы увидим, что это здесь Марк снова использует тот самый прием сэндвича, да, когда в одну историю вставлена другая история. Right, so Mark begins with the story of Jairus and his daughter, and then the story is interrupted by this sick woman, and then he resumes the story again at the end of the passage. Начинается история с тем, что приходят и про дочь Иаира просят, потом внезапно она прерывается тем, что Иисус исцеляет женщину больную, и заканчивается повествование снова про дочь Иаира. And so as we look through this passage, we'll see maybe what the connections are, what the similarities are, and why maybe he stuck this in the middle of this other story. И когда мы будем рассматривать этот текст, мы с вами увидим какие-то параллели, какие-то сравнения, может быть, поймем, почему именно такая история вставлена посерединке. Right, so we begin off in the beginning of the passage, and Jesus has, again, they've come across the boat and they've crossed the lake again, having left this scene with the demon-possessed man. Наш текст начинается с того, что Иисус снова переправился на другой берег, то есть от той истории, где у нас был одержимый демонами человек, мы вышли, и Иисус в другом месте находится. Right, it doesn't say here how soon this crowd gathered, but the first thing that Mark reports to us is that a crowd gathers again on the side of the lake where Jesus is. Его снова сопровождает толпа, то есть Марк нам сразу же об этом говорит, собралось к нему множество народа. Right, and it wouldn't have been too difficult, you know, the lake isn't very large, the people see Jesus sailing and coming and going, and they just seem to be following him around wherever he ends up, right? Там, в общем-то, все было рядом, то есть если люди даже, будучи на другом береге, видели, что Иисус собирается переправляться, они вполне могли и пешком добежать. And so again, a big crowd gathers around him, and then in verse number 22, we see an individual from this crowd approaches him who is one of the synagogue rulers named Jairus. Итак, эта большая толпа народа снова собралась вокруг Иисуса, и вот из этой толпы выходит, как нам написано, один из начальников синагоги по имени Иаир. Right, so when we think of a synagogue ruler, that would have been a job for like a lay person at the synagogue. The person in charge of the synagogue. Когда говорится здесь о начальниках синагоги, имеется в виду, что это какой-то человек, который отвечал за порядок там. It wasn't necessarily a professional scribe, it wasn't a professional rabbi, but it was somebody that they trusted to oversee the synagogue and organize the worship. То есть это совершенно не обязательно профессиональный книжник или обученный какой-то учитель, да? Это вполне себе возможно человек из мира, но такой заслуживающий доверия, которому не только хозяйство доверяют в синагоге вести, но и иногда служение проводить. So his job would include maintaining the building, securing the building, getting the scrolls for the readings. В основном, скорее всего, что вот эти вот начальники синагоги, да, и этот Иаир, да, смотрели за зданием, за порядком, свитки расставляли, приносили вовремя туда-обратно. He would organize the order of worship, who was going to be reading the scriptures, who's going to be praying, who's going to be preaching. Организовывали, следили за ходом служения, то есть кто будет молиться, кто будет сейчас проповедовать. And so he did have an important job, but he wasn't necessarily a professionally trained rabbi.
хотя работа у него была достаточно важная и уважаемая, но, скажем, квалифицированным раввином он не был. And so Jairus comes there and he sees Jesus and he in verse number 22 he falls at his feet and he begins to plead with Jesus. Вот в 22 стихе мы видим, что когда Иаир подходит к Иисусу, да, он падает к ногам его и 23 усиленно просит его. His daughter is very sick. In fact, she's dying, right? Его дочь очень больна, фактически она при смерти. If we look at the Greek, it says it's a colloquialism or a common saying for saying like she's at death's door, right? She's almost dead. She's going down fast, right? Если посмотреть на греческий оригинал, там такое интересное выражение, что она стоит у дверей смерти. If you have a doctor in the family, they have 100 different ways to tell somebody's about to die. At least in the U.S. they do in different terms like this, right? Ну, да, во всех культурах есть специальные обороты, да, чтобы вот назвать это состояние, быть при смерти. But she's almost dead, basically, is what he's telling her. В общем, она умирает уже, она почти мертва. Right. So the situation is important. It's urgent that he make some time and he get to their home. То есть очень такая ситуация напряженная, и нужно торопиться. And he says, please come and put your hands on her so that she'll be healed and she'll live, right in verse number 23. В 23-м мы видим, как он просит, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. You can kind of imagine this scene, you know, the crowds that gather around Jesus, they're not just a few people, it's a mob of a mass of people that are surrounding him, trying to get his attention and trying to touch him maybe. То есть представьте себе, вот что сейчас там происходит в этот момент. Да? Вокруг Иисуса огромная толпа, все его теснят, все пытаются до него прикоснуться рукой. That's why it says in here that the crowd pressed in around Jesus, right? И здесь у нас мы в 24 стихе видим, что множество народа, то есть та самая толпа, теснили его. And that's why in earlier passages we've seen Jesus leave the land and get into a boat, so he's not actually crushed by this mob of people, so he can have a little bit of space to be able to teach. Именно поэтому в тех эпизодах, которые мы раньше разбирали, мы видели, что Иисус уплывал от этой толпы на лодке подальше, чтобы иметь возможность разговаривать с ними. Right, we just need to imagine the scene because now this man comes to Jesus and he's surrounded by all these people, and he says, "Look, you got to come to my house quickly, right?" И вот из этой толпы вот появляется Иаир и говорит, пойдем скорее, ты там нужен. And so you can imagine Jesus and the disciples and Jairus trying to make their way just through this mob of people to get to where they're going. So they know it's going to take a while just because of the fact that there's a mass of people around them. И вы представляете, как Иисус со своими учениками и с Иаиром пытаются пробраться сквозь эту толпу, и понимают, конечно, что это займет какое-то время, именно потому что очень много народу вокруг, и идти не так-то легко. And so they're pushing through this crowd. They're trying to get to Jairus' house to help his daughter. And then we see in verse number 25, a woman comes into the scene in the story. Итак, они пробиваются сквозь эту толпу изо всех сил, и вот в 25 стихе мы видим, что вдруг появляется самая женщина, которая болела. We hear a little bit about this woman in verse number 25. It says, this woman has been subject to bleeding for 12 years. И в 25 стихе нам говорится о ней, что она страдала кровотечением 12 лет. It doesn't directly say in here, but most people assume that this woman had a feminine bleeding problem, a menstruation problem that had gone on for 12 years. Здесь нигде этого не указывается, но многие комментарии говорят, что были какие-то проблемы по-женски, проблемы с менструальным циклом. And so this woman has she has multiple problems. And she has a problem, number one, that she's ill, but she has another problem in that she's considered to be unclean. И проблем у этой женщины много. То есть первая проблема то, что она вот болеет так долго, и вторая проблема, что она
считается к тому же еще ритуально нечистой. And so she would have been kind of shunned by people because of her uncleanness. She would have been kept at arm's distance. She would have been kind of cast off, basically, from society for 12 years. Right? То есть вот в течение всех этих 12 лет она является как бы отверженной обществом, с ней никто не хочет общаться. And so if anybody even touched this woman, they would be outcast for the day until the end of the day when they could be ritually cleansed and return to normal societal relationships. Потому что если кто-то к ней хотя бы случайно прикоснется, то тот человек тоже будет считаться нечистым в течение следующих 7 дней и не сможет быть принятым в общество. In Josephus, when he wrote, he said that the Torah rulings of the day said that women weren't even allowed to go into the temple, right? И в такие времена женщинам не разрешалось даже ходить в храм. So they couldn't worship, they couldn't associate with friends and family because they were unclean. Женщины в этот период, они не могли общаться со своими родственниками, чтобы не сделать их нечистыми. And so this lady had been in this situation for 12 years. Конечно, они не могли ходить в храм поклоняться. Вот так эта женщина, она 12 лет в такой ситуации. And so we can see she's been getting desperate. In verse number 26, she's been trying to fix the problem. She's gone to many doctors, right? Spent all of her money trying to get healthy. И в 26 стихе из 26 стиха мы понимаем, что она прошла через много врачей, да, написано, потерпела от многих врачей, она потратила все свои деньги, от этого ничего не получилось, но стало хуже. So whatever cures they were doing, it says she suffered a great deal, so they must not have been too pleasant. То есть чем бы там она ни лечилась, какими бы лекарствами ни лечилась, но счастья не было. And in fact, the end of verse 26 says she's not getting any better, she's in fact getting worse. Наоборот, она стала хуже себя чувствовать. And so she comes up, she works her way somehow through this mass of people. We see she heard about Jesus in number 26, verse number 27. It says that she comes up and behind him and she just touches his cloak. Итак, она пробивается через эту толпу, услышав об Иисусе, 27 стих, да, смотрим, она подходит сзади и прикасается к его одежде. She was a woman that had such faith that she had decided and believed. In verse number 28, we see she says she believes, if I just touch his clothes, I'll be healed. То есть настолько сильна была ее вера, что, как мы читаем в 28 стихе, да, даже если к одежде его прикоснусь, то выздоровею. And in fact, that does prove to be the case in verse number 29. It says, after he touches her, immediately her bleeding stopped and she felt her body, that she was free from her suffering. И так именно и произошло в 29 стихе. Мы читаем, и тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила, что исцелена от болезни. It's interesting in verse number 29, the word that they use for sickness there is actually an interesting one. В 29 стихе у нас интересное такое слово использовано для слова болезнь. Так, у меня тут есть болезнь, тут нет болезни. So this word actually is a word that means to scourge or to torment, right, or to whip. То есть вот то слово, которое использовано в оригинале, оно обозначает мучение. И вот то, что там мы можем еще придумать, да, мучение, истязание. Doesn't necessarily just mean illness. То есть это даже может быть и не болезнь какая-то медицинская. It's a way they're trying to combine this idea of physical suffering, but also there's some shame and some other things that are going along. It's not just a bodily illness that she's suffering from, but it's a whole kind of like her whole life is in a way causing her to suffer, being tormented. То есть в этом слове, которое здесь у нас написано сильно от болезни, да, передается все то мучение и физическое, и моральное, и то, что и духовное, вообще все ее эмоциональные, в общем, все в одном комплексе передано этим словом, как было плохо этой женщине. Right, because this is a disease that would not only make you feel sick, but would make you outcast from society. Вот. Поскольку из-за этой болезни
женщина болела не только физически, но и была отвержена обществом. If you want to read a little bit more about the laws that govern this, the Old Testament laws, you can read in Leviticus chapter 15, verses 19 through 27. Если вам будет интересно, то вы можете посмотреть потом самостоятельно в Левите, 15 глава, с 19 по 27 стих, законы о нечистоте, о ритуальной нечистоте. Посмотрите, там все очень хорошо изложено. And so the woman reaches out, she touches Jesus, and she's immediately healed. Итак, женщина подходит к Иисусу, дотрагивается до его одежды и становится тут же здоровой. Interesting here that Jesus feels like the power has gone out of him, and he turns around to see what's happened. В то же время Иисус чувствует, что из него вышла сила, он оборачивается выяснить, что же случилось. Because this woman's faith was a faith that was healing faith that allowed her to be healed by touching him. Поскольку вот такая сильная была вера у этой женщины, да, то она получила исцеление от Иисуса. So he turns around and he's in a big mob of people, and he says, "Who touched me?" Right? Представьте снова вот эта огромная толпа, он посреди толпы поворачивается и говорит, кто ко мне прикоснулся? And probably, number one, there would have been so many people you wouldn't know who touched you, but number two, probably people were bumping into him and touching him all the time, right? So it's kind of a strange question. Такой достаточно странный вопрос, потому что и так там все люди об него стукаются, натыкаются и прикасаются к нему, да, и во-вторых, их там вообще просто много, то есть как можно определить, кто же. And so the people, we see the verse 31 where his disciples say, "Look, there's so many people crowded against you. How can you ask who's touching me? What are you talking about? What do you mean?" Ученики так и говорят Иисусу: ты видишь, что народ теснит тебя, как ты можешь спрашивать, кто прикоснулся ко мне? But I think Jesus knew that the person who touched him knew what he was asking about because they touched him in a way differently than everyone else did, right? Но Иисус задавал этот вопрос, зная, что тот, кто его коснулся, сейчас поймет этот вопрос, потому что это касание было совсем не таким, как у других людей. And so we see this woman who, in verse number 33, takes responsibility for touching Jesus. И вот в 33 стихе мы видим, что женщина выходит и признается, что это она. And that must have been a difficult thing, I think, for her to do, right? И для нее это, конечно, было трудно сделать. Because we even see here in the text that she comes and she falls at his feet and she's trembling in fear. Потому что вот в тексте мы видим, да, что она подошла в страхе и трепете. You can imagine the response she's waiting for, because here's a woman who is basically unknown. She's been living on the edge of society, and she's unclean, right? То есть какое ее состояние, представьте, да, она уже долгое время живет отверженная обществом, где-то там за пределами человеческого общения, да, она всех боится, она больная, ее никто не знает. Конечно, здесь она в очень большом страхе. And so as she approached him, we can only imagine she was expecting to be reprimanded by Jesus. How dare you touch me, you unclean woman, probably. И из-за своей ритуальной нечистоты она боится, что вот сейчас Иисус обернется к ней и скажет, как ты смела ко мне прикоснуться, кто ты такая, ты нечистая, отойди. But Jesus, interestingly, he answers her in a way that would immediately have set her at ease. Но Иисус отвечает ей так, что она сразу же перестает бояться. You notice he addresses her by calling her daughter. He kind of uses an endearing term to this woman. То есть он, обращаясь к ней, он начинает со слова «дочь», и это сразу же ее успокаивает. And then he tells her, he kind of clarifies for her in a sentence of how she got healed, right? И затем вот в этом своем предложении, которое он говорит, он объясняет, от чего она, каким образом она получила спасение. He wants this woman to understand it wasn't some magical thing that by touching his robe was magic or anything, right? Он как бы хочет сказать этой женщине, что здесь дело было вот в этом исцелении, да, не в каком-то магическом прикосновении, нет. Right? He says your faith has healed you. Он говорит,
тебя спасла твоя вера. So this woman's faith in Jesus and the woman's faith in Jesus' ability to heal her is the cause or the of her healing. Ее вера в Иисуса, ее вера в то, что Он может исцелить ее, именно это дало ей спасение. Right. So Jesus tells her, "Go in peace and be free from your suffering." Иисус говорит: ступай с миром и будь здорова. Right. So this woman could have gone, and she would have, I think, according to the rules, she would have to wait another 7 days, and she could be declared clean, and she could actually resume her normal life that she hadn't been able to engage in for 12 years. Вот, и теперь, будучи здоровой, эта женщина, она могла вернуться в обычную жизнь, поскольку уже там через ближайшие 7 дней она уже считалась ритуально чистой и могла вернуться в общество. And so as Jesus is talking to this lady and tell her, go and be in peace, he hears some people speaking, and they're coming from the house, and they're saying, Jairus, your daughter's dead. И дальше события развиваются стремительно. Он еще не закончил эту фразу говорить, а тут мы видим, что уже другие люди приходят и говорят, да, что дочь Яира умерла. And so it says, they say, don't bother the teacher anymore. И говорят: не утруждай учителя. Interesting how Jesus responds, or how he takes this message in verse number 36. И в 36 стихе мы видим, как Иисус реагирует на эти слова. Тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. Right? When he says, in English it says, he ignores what they said. В английском, да, в русском у нас тоже 36. Угу. В современном переводе у нас так же, как у них в английском. Иисус, не обращая внимания на их слова, отвечает старейшины: не бойся, только верь. I'm trying to find my notes here because the words he used there is very interesting. It actually has a multiple of meanings that actually apply in this case for when you look at the translation for it. Let me just see if I can find it here real quick. Which word? Ignore? So it can mean either that, as it says here, that Jesus ignored them. А сейчас вот Джефф ищет слово, которое там было употреблено в оригинале, ищет комментарий. То есть вот это слово, которое переведено "не обращая внимания" в современном переводе. Right. Can mean that it can kind of mean that he just overheard them, that they didn't something he didn't intend them to hear. It can mean he just happened to hear them talking, but he didn't really ignore it, but he heard it. It's kind of a subtle difference, right? То есть he really he heard something not intended for him to hear. And he acts as if he... And he acts like he doesn't, but then he ignores it. Вот, то есть вот такое вот прямо интересное слово, из которого у нас получается такая ситуация, что Иисус услышал то, что ему не предназначалось, вот эти вот замечания, да, что там кто-то умер, вот, но он это услышал, но предпочел это проигнорировать. It could mean they talk directly. It can also mean you talk directly to someone and they just ignore you. Вот. И также это слово может означать, что ты просто разговариваешь с человеком, тебе человек что-то говорит, а ты не обращаешь на это внимания. Or it can mean that you refuse to listen to something and just say that it's not true. You refuse to accept the truth of something, right? Или это слово может означать, что ты слышишь от кого-то информацию, но отказываешься принять истинность этой информации. And Jesus, in effect, does all three of these things to these guys. И здесь получается, что Иисус все эти три значения, как говорится, использовал. Right? He says, he just says to Jairus, he says, "Don't be afraid, just believe." То есть Яиру он говорит: не бойся, только верь. Right? And so they finally get there. They go to Jairus' house. И они отправляются в дом Яира. With Peter, James, John, and when they get there, there's a big commotion going on around the house. Иисус туда идет в компании Петра, Якова и Иоанна, приходит туда, там уже большая толпа народа. Right, and this is how we know that the girl was already dead, right, and she's not just still sick. И мы вот сейчас понимаем, что как мы можем, давайте посмотрим на этот текст. Из чего мы понимаем, что девочка уже умерла, что она не просто болеет?
Because we see that the mourners are already gathered at the house. Потому что там находятся плакальщики. Но мы в русском-то особо этого не видим. Verse number 38, there's a commotion with people around the house. 38, да. And then 39 maybe even. Да, в 38-39 у нас по-русски, честно говоря, во всех переводах, которые тут передо мной лежат, люди плачут и причитают. Мы не видим, что это плакальщики, но на самом деле там специальные плакальщики. Yeah, back in Jesus' day, there were special people that would come and be mourners at your funeral. То есть в те времена специальных нанимали, приглашали людей, профессиональных плакальщиков на эти самые похороны. And he doesn't necessarily say directly, in the text doesn't say that these were professionals, but the people that are crying and wailing loudly, that was their job. That was what they did. They wailed loudly and they cried and made a big scene, basically. Восклицали и сокрушались о смерти. And on top of that, the law said when somebody died and you have a funeral, you had to have these people be mourning for you. Кроме всего прочего, по закону как бы предписывалось, что когда человек умирал, то обязательно должны быть люди, которые плачут о нем. And so these people they would just go from funeral to funeral and cry and weep and wail and make a loud commotion. Вот, то есть вот эти люди, они ходили с одних похорон на другие и вот обеспечивали приличное сетование, приличную скорбь. Yeah, Jesus says, what's all the ruckus? This girl's not dead. She's just sleeping. 39 стих смотрим. Иисус говорит: почему вы скорбите и плачете? Девочка не умерла, она спит. But these are professional mourners. I think they I don't know if they check the body, but they certainly would know if somebody was dead or not, right? Вот, ну, люди там присутствующие, да, они профессионалы, да, они уже как-то убедились в том, что девочка-то умерла. And the parents wouldn't call the professional mourners unless they were pretty sure their child had passed on also. Ну и опять же, родители бы не позвали бы плакальщиков, если бы не убедились в том, что их ребенок на самом деле умер. Right, so in verse 40 we see Jesus kicks them all out of the house. They were probably maybe in the courtyard of the house, and he clears everything out, and then he takes the father and mother and the disciples who were with him, and he goes to the child, right? Вот. И в 40 стихе мы видим, что Иисус высылает всех, то есть, вероятно, там было какое-то помещение, где находилась девочка, да, и из этого помещения он всех выслал, и только с родителями и со своими сопровождающими там остался. Right, so they've already laughed at Jesus in verse 40 when he says she's just sleeping. They're like, they think that he doesn't know what he's talking about, and he takes the disciples upstairs. And he sees the little girl that's there, and it says in verse number 41, he just takes her by the hand and says, "Little girl, wake up." И несмотря на то, что над Иисусом уже начали смеяться, считая, что он делает что-то непонятное, да, Иисус, тем не менее, продолжает то, что он начал, он входит, вот он вошел в эту комнату, да, там, где лежит умершая девочка, берет ее за руку, говорит вот эти слова, «Талифа куми», и что значит «девица, тебе говорю, встань». It's interesting. Matthew here records the Aramaic words "talitha kumi" because it must have been something that was remembered directly and told to him as part of this scene that happened. There's an Aramaic that he's translating for the people that are listening later, right? Почему здесь перевод дан, как бы внутри, да, 41 стих, говорит ей «талифа куми», да, а потом переводит. То есть в оригинальном тексте, который идет на греческом, вот «талифа куми» было сказано на арамейском. То есть там частенько такое было, что переключались с греческого на арамейский, поэтому евангелист счел нужным дать перевод. Right, so the people that were reading this later on, Mark's audience would have been either diaspora Jews or Greeks, and they wouldn't have maybe understood the original, and so he translates for them. Хотя в основном все знали два этих языка, но мало ли, может, кто не знал, может быть, аудитория Марка не знала оба языка.
Поэтому здесь с арамейского на греческий был сделан перевод. But it's interesting let's say, I don't say how easy, but how simple this miracle is that happens, right? Удивительно также то, что, опять же, это чудо происходит очень так тихо и спокойно и просто. If you read back in the book of Kings, you can read about Elijah and Elisha. When they brought people back to life, it was much more of a big process or a big project. То есть, если вы вспомните из ветхозаветных историй, да, когда Илия и Елисей воскрешали людей, то там как-то было немножко побольше движения. But for Jesus, the way he does it, it's just a simple, takes the girl by the hand and says, wake up, and she's immediately stood up and walked around the house. Вот. Но что делает Иисус? Он просто подходит, просто берет ее за руку и говорит: девица, встань. Right. Says, и все, и она встала и пошла. Of course, the parents and the disciples are completely astonished. И, конечно же, все в изумлении, так мы читаем, в великом изумлении. Right, and then again, it's interesting. Jesus again gives orders. Don't tell anybody. Don't tell anyone about this. И как обычно Иисус говорил, да, он здесь снова говорит, строго приказал, чтобы никому не говорили, чтобы никто не знал об этом чуде. And which would have been, I mean, it's not like the people aren't going to find out in a little while when the girl comes out of the house and they see her alive once again. So maybe he's talking about the particulars. Don't let anybody know what happened in this room. I don't know, but there's no way they could have kept it a secret that she was dead and now she's back to life again. Тоже не совсем понятно, как вообще можно это выполнить, да, потому что девочка только что считалась умершей, да, все вокруг плакали, и сейчас вот она вышла, и она, несомненно, выйдет и будет вокруг ходить, и люди будут видеть, что она живая. Но, возможно, Иисус говорил, чтобы они каких-то деталей не рассказывали. But I guess maybe this would have at least given Jesus enough time to make his getaway, in a sense, right? And he can leave. He has time to get out of the house and leave and get past the crowd before everyone finds out that, in fact, he's brought a girl back from the dead, which would have caused a bigger scene, right? Возможно, да, возможно, не стоило очень распространяться, да, почему? Хотя бы дать Иисусу время, чтобы уйти с этого места подальше от толпы, потому что, узнав об очередном чуде, о чуде воскрешения из мертвых, толпа могла снова погнаться за Иисусом. And then it's interesting how pragmatic Jesus is at the very close of this passage. He says, and he told them to give her something to eat. И в конце такое чисто прагматическое такое распоряжение, да, Иисус говорит, чтобы дали ей поесть этой девочке, велел ее накормить. So I think it's interesting as we have looked through these past 3 miracles to see how Jesus has demonstrated his power. Actually, maybe 4, because we go back to him calming the storm and then getting rid of the demons and then this kind of double miracle that he does right in this passage, right? So I call that. Sandwich miracle. Вот в этих последних чудесах, о которых мы с вами говорили, когда Иисус успокаивал бурю на море, когда Он изгонял бесов из одержимого, и вот в этих 2 чудесах, да, Иисус, Он показывал свою власть. We see him showing us his power over creation, his power over the spirit world, and his power over sickness and death. Свою власть над естественным миром, над миром сверхъестественным и над смертью и болезнью. He's showing us that in fact, when Jesus has come, the kingdom has also come. Иисус показывает, что когда Он пришел, с Ним вместе пришло Царствие Божие. He's showing us that Jesus, he has the power to bring God's kingdom and to actualize it, to make it a reality. Он показывает, что у Него есть власть это Царство Божие сделать реальностью здесь для людей. And he shows us how much more powerful God is than everything else. Он показывает, насколько могущественнее Бог, чем все, что бы то ни было вокруг. Our future hope of resurrection from the dead, Jesus is as simply as taking this girl's hand and saying, "Wake up," he brings her back to life. И вот наша надежда на будущее, да, она видна вот здесь, вот как просто Иисус делает. Взял за руку и сказал: «Встань», и
все, короче, к тебе говорю, встань, проснись. And all that it takes to be a part of this kingdom we're seeing here is faith. Что нужно для того, чтобы быть частью Царства Божьего? Только верить. Right. It's interesting. We see Jairus comes with enough faith. He comes to Jesus with enough faith to ask him to heal his daughter. Иаир приходит с такой верой, с очень большой верой. Он очень уверен в том, что Иисус исцелит его дочь. But then we see a woman who comes to Jesus who has a kind of faith that is maybe even greater than Jairus'. She's an outcast. She's on the fringe of society. She's unclean. But she knows that Jesus is the way that she can be healed. Затем мы видим эту женщину, которая в ужасном находится положении, и больная, и отверженная, да, но вера ее велика, вера в то, что Иисус может ее исцелить. She had complete faith that even the slightest touch of Christ, his robe would heal her. Настолько сильная вера, что она считает, что даже прикоснувшись к краешку одежды, она может исцелиться. And it's interesting, after she comes and Jesus says, your faith has, your faith has healed you. Вот, и Иисус говорит ей, вера твоя спасла тебя. Right, and then at the same time, Jairus finds out his daughter is dead, and Jesus says, don't be afraid, just believe, just have faith. И вот в это же время приходит весть о том, что дочь Иаира умерла, и Иисус снова говорит о вере. Он говорит этому отцу, да, говорит, верь. But in a way, he says, have the faith that this woman had, that I can do what I say that I can do. Как будто бы вот имей вот веру такую же, как была у этой женщины. Верь, что я могу, и я сделаю. Any comments or questions? I think we're almost out of time on our meeting this evening or afternoon. Все, наше время уже заканчивается, к сожалению. Но вот, тем не менее, какие-то вопросы, комментарии, пожелания. Спасибо. Thank you all for joining us on the live broadcast. Спасибо вам всем большое, что были с нами в этой живой трансляции. If we have a minute, maybe Igor can close us out in prayer. Если у нас есть минутка, Игорь, может быть, ты помолишься, да? Окей. Отец наш Небесный, Господь, спасибо Тебе за Твою милость, и даже в этих технических средствах, Господь, мы видим благодать Твою. Ты так разумно все предусмотрел, что мы можем использовать эти технологические решения, компьютеры, интернет, эти байты, килобайты для того, чтобы делиться нам, Господь, Словом Твоим, чтобы мы могли друг друга видеть и слышать, и быть одним телом Твоим, Господь, быть в единстве. Даже несмотря на все эти эпидемии, несмотря на все эти карантины, Господь, мы вместе, мы одна церковь. И спасибо Тебе за Слово Твое, которое мы слышали. Спасибо Тебе за то, что Ты так чудесен, что Ты исцеляешь, что Ты воскрешаешь, Господь. Ты нас спас Своей кровью, и мы благодарны Тебе за это. И на этой неделе, Господь, предпасхальной, мы просим, благослови нас, благослови наши семьи. Даруй нам, Господь, здоровье, даруй нам уверенности, даруй нам спокойствие. И, Господь, пусть все наши мысли будут только о Тебе, о Твоей святости, о Твоей благости, Господь. И в это воскресенье ближайшее будем праздновать Пасху и будем говорить от всего сердца: Христос воскрес, воистину воскрес. Аминь. Воистину воскрес. До свидания. До свидания. С Богом. Воскресенье на связи. Хорошо. Нашего пастора и тут пока. Отец наш Небесный, Господь, спасибо Тебе за Твою милость, и даже в этих технических средствах, Господь, мы видим благодать Твою. Ты так разумно все предусмотрел, что мы можем использовать эти технологические решения, компьютеры, интернет, эти байты, килобайты для того, чтобы делиться нам, Господь, Словом Твоим, чтобы мы могли друг друга видеть и слышать, и быть одним телом Твоим, Господь, быть в единстве.
Даже несмотря на все эти эпидемии, несмотря на все эти карантины, Господь, мы вместе, мы одна церковь. И спасибо Тебе за Слово Твое, которое мы слышали. Спасибо Тебе за то, что Ты так чудесен, что Ты исцеляешь, что Ты воскрешаешь, Господь. Ты нас спас Своей кровью, и мы благодарны Тебе за это. И на этой неделе, Господь, предпасхальной, мы просим, благослови нас, благослови наши семьи. Даруй нам, Господь, здоровье, даруй нам уверенности, даруй нам спокойствие. И, Господь, пусть все наши мысли будут только о Тебе, о Твоей святости, о Твоей благости, Господь. И в это воскресенье ближайшее будем праздновать Пасху и будем говорить от всего сердца: Христос воскрес! Воистину воскрес! Аминь! Воистину воскрес! До свидания. До свидания! С Богом! Воскресенье на связи! Хорошо. Пошел, пасторы идут.